Всем привет! В этом уроке давайте сделаем вывод наших логов красивым во время разработки. Для этого нам нужно модифицировать наш логер именно в части Винстона. То есть сейчас мы здесь видим, что у нас транспорт-консоль и формат просто JSON. Вот, давайте с этим поиграемся. У нас есть два варианта. Мы можем прямо транспорт поменять во время разработки, можем поменять формат. Ну, давайте здесь просто поиграемся с форматом. Сейчас я вставлю код, и мы его разберем. Так, у нас будет формат зависеть от host.env. Если у нас host.env local, то должно быть красиво. Если host.env не local, то должен быть JSON. Вот, пускай будет такое правило. Так, задаем код. Тут выглядит страшно, но ничего страшного. Хорошо. То есть, если не local наш хост env, а какой-нибудь production или что-то другое, возвращаем просто в JSON. Вот. А если все-таки у нас local, то тогда вот начинается то, что мы сделаем. Вызываем формат и передаем сюда функцию. В эту функцию поступает log_data. Вот у нее тип какой-то предзаданный Винстоном. И давайте, наверное, сделаем так. Я сейчас установлю нужные зависимости и покажу, как это выглядит в итоге в терминале наши логи, а потом мы как раз разберемся, благодаря чему именно так это происходит. Нам потребуются кое-какие библиотеки. Библиотеки нужны следующие. PicoColors — штука для вывода цветов в терминале. TripleBeam — это кое-что, что нужно для модификации нашего Winston-лога, и YAML для того, чтобы наши данные выводить в формате YAML, потому что они удобнее для чтения, чем какой-нибудь там JSON. Вот. И кроме этих либ нам потребуются типы. Ну что ж, давайте дождемся установки. Так, хорошо. И подставим в том числе типы, установим их. Ожидаем. Так, типы установили, и теперь надо все импортировать. Хорошо. Так, типы не ругаются. Смотрим теперь на наш бэкэнд. Были вот такие сообщения об успешном запуске экспресса. А станут вот такими. Вот у нас info, да, это стиль. Если была ошибка, был бы error. Потом наш тег express, timestamp и само сообщение. Вот, можно посмотреть, как бы это выглядело с дополнительной метадатой. xxx 1, 2, 3. Y, двоеточие, массив, 1, 2, ну, я не знаю, там какой-нибудь Z. Да, подойдет. Если бы мы выводили что-то такое, мы бы увидели сообщение в следующем формате. Очень удобно читать, очень удобно воспринимать. Хорошо. А если бы мы запустились с host.env production, мы бы увидели JSON. Да, ну давайте это тоже продемонстрируем. Host.env, допустим, production. И вот снова логи стали страшными. Но опять же, эти логи будут нам нужны в формате JSON для того, чтобы они попадали в наш какой-нибудь сторонний сервис, к которому мы подключим позже. Хорошо. Так, возвращаем на local и идем, так, удаляем наш мусор и разбираем наш логер. Так. Конструкция для установки цветов. Мы ее позже будем использовать для того, чтобы задать цвета вот этого вот InfoExpress, а также цвета нашего таймстемпа. Хорошо. У нас цвет таймстемпа будет всегда зеленый, поэтому вот можем здесь посмотреть в этой строке. PC — это PicoColors. Вот, берем зеленый и передаем в него текст. Все, в эту строку он будет подставлен зеленым. А вот этот info и express у нас могут быть, например, в случае с info они синие, в случае с ошибкой они красные. И если бы мы использовали метод debug, то они бы были бирюзовыми. Вот. И нужно это определять, исходя из самого log-level. Вот. Смотрите, мы в level and type кладем просто строчку, где сначала идет level, то есть строка info, потом log_data, log_type. Это то, что мы передаем в log_type, и в данном случае мы передали express. Вот такая у нас строка. И наша задача ее покрасить. Чтобы ее покрасить, мы вызываем функцию setColor и передаем то, что надо покрасить. Под капотом setColor как работает? Она берет
и просто выбирает одну из функций pick a colors. Если в log_data_level, мы здесь просто определили тип, в log_data_level попал info, тогда выберется функция info, и строка будет просто передана в PC blue. Вот. Если выберется error, строка будет передана в PC red. Если выбран debug, то в PC бирюзовый. Хорошо? Вот так вот мы просто определяем ее цвет. Все. Это цвет log_level и log_type. Потом пробел. Идет строка с таймстемпом. Потом EOL. EOL — это просто перенос строки. И дальше log_data message. Непосредственно listening add. В данном случае. А так любое сообщение. Потом мы берем, скажем так, видимые message теги. А именно они у нас все, которые есть в log_data, которая пришла изначально в наш, Winston. Вот, за исключением level, потому что он нам там не нужен, мы его уже вывели отдельно. Log_type нам там не нужен, мы его вывели отдельно. Timestamp нам не нужен, мы его вывели отдельно. Message нам не нужен, потому что мы его тоже вывели отдельно. Сервис нам не нужен, потому что при локальной разработке, мы и так локально разрабатываем, зачем нам знать название этого сервиса, он нам избыточен. Как и хост ENV, потому что он нам просто здесь в логах не нужен. Все. И таким образом мы получили всю прочую информацию, а вся прочая информация — это как раз и есть наша мета. Вот она. Вот это. Все. То есть в мете, в Visible Message Text хранится то, что нам нужно вывести под сообщением. Всякие дополнительные параметры. И дальше мы их прогоняем просто через YAML. Вот. В Ludash вызываем trip, чтобы срезать всякие пустые символы в начале и в конце строки. И вызываем YAML stringify с передачей вот этого самого объекта. Вот. И здесь может быть такое, что нам где-то встретится функции, чтобы он нам сюда что попало не писал и не попал в какие-нибудь там циклические зависимости. Вот. Мы просто, если встречаем функцию, то мы выводим текст function. Ну, а если это будет не функция, то мы вернем содержимое этого значения. Все, соответственно, здесь у нас начинается храниться просто, по сути, вот это. И нам нужно будет вернуть некоторый результирующий лог-дату, который и попадет в транспорт-консоль. И вот так мы ее формируем. У нас здесь лог-дата, то есть то, что туда попало изначально. Вот. Но в сам месседж, видимый, мы вставляем следующее. Что такое месседж? Вот как раз мы его из TripleBeam и берем. Вот так вот под капотом устроен Winston, что он требует это сделать таким образом. Хорошо, то есть в этот ключ массива message мы подставляем следующее значение. У нас идет здесь строка, но которая формируется следующим образом. Top message. Top message — это у нас вот как раз вот это. InfoExpress, timestamp и само сообщение. То есть вот это наш top message, первый элемент массива. А потом у нас может быть такая ситуация, что в Visible Message Text ничего нет. То есть Object Case там равно нулю. Да, и если там ничего... Если он больше нуля, значит, если там что-то есть как раз-таки, то мы делаем перенос строки и вставляем вот этот вот наш текст. Вот. А если там ничего нет, то мы ничего дополнительного не вставляем. То есть у нас в этом массиве всегда топ-месседж, и, возможно, там еще дополнительная информация про вот эту вот нашу дополнительную дату или пустая строка. Потом в этом массиве мы делаем фильтр boolean. Что такое фильтр boolean? Это все равно, что фильтр. Вот здесь там value, вот так вот, v. Вот это то же самое. То есть boolean — это тоже функция. Это вот то же самое. Вот. И можно вот так вот коротко написать, и произойдет опять же то же самое. Вот. Соответственно, у нас сюда просто попадают все наши строки, за исключением пустых, и потом мы их соединяем через, ничто, просто соединяем в одну строку. Вот. И в конце добавляем перенос строки для того, чтобы следующий лог был отбит вот таким вот дополнительным пустым пространством. Все. Это, опять же, один раз, грубо говоря, в жизни делается, потом из проекта в проект копируется, и вам будет удобно смотреть ваши логи во время разработки. Ага. Что ж, таким образом мы сделали красивый вывод логов при локальной разработке. Всем спасибо, двигаемся дальше.